Салют! Сегодня мы расскажем вам об одном очень талантливом финском хоккеисте, которого в начале карьеры сравнивали с Александром Овечкиным. И это Патрик Лайне. Мощный щелчок, умение быстро и точно бросить практически из любой позиции. Именно из-за этих качеств его и сравнивали с великим. Патрик Лайне родился 19 апреля 1998 года в Тампере. И, как и многие другие финские дети, уже в 4 года начал играть в хоккей. Что удивительно, первой его позицией была вратарская. Когда Патрик достиг 12-летнего возраста, по настоянию отца сменил позицию на нападающего. Уже в 16 лет Лайне дебютировал за Таппару в сезоне 2014-15, сыграв 6 игр и набрав 1 очко. В следующем сезоне 2015-16 был в основе Тамперы и набрал 33 очка в 46 играх. В этом же году на молодежном чемпионате мира 2016 года первое звено финнов Лайне, Ахо и Пулюярви показало выдающуюся игру. Лайне набрал 13 очков, 7 голов и 6 передач. В 1/4 финала против Канады Лайне забил 2 гола, из которых второй стал решающим при счете 5-5. В победном для финнов финале против российской сборной на счету Лайне гол и голевая передача. В споре снайперов молодежного чемпионата мира 2016 года Лайне и Остон Мэтьюс поделили первое место по 7 забитых шайб. И на юниорском чемпионате мира 2015 года, и на молодежном чемпионате мира 2016 года Лайне входил в символическую сборную турнира. После чего к нему было приковано внимание скаутов НХЛ, и в связи с этим на драфте 2016 года он был выбран под общим 2-м номером. 3 июля 2016 года он подписал 3-летний контракт новичка с Виннипегом. Уже 19 октября 2016 года Лайне сделал свой первый хет-трик в НХЛ в игре против Торонто Мэйпл Лифс, став 18 лет и 183 дня самым молодым игроком, родившимся за пределами Северной Америки, который забил минимум дважды за одну игру в истории НХЛ. 21 февраля 2017 года Лайне побил рекорд франшизы Winnipeg Jets, бывшей Атланты Трэшерс, по количеству голов за один сезон, забитый новичком, ранее принадлежавший Илье Ковальчуку с 29 голами. К концу года у Лайне было 36 голов и 28 передач, в сумме 64 очка, что стало 2-м по величине в истории франшизы для новичка после Дэнни Хитли, набравшего 67 очков, 26 голов, 41 передача. 6 марта 2018 года Патрик забил свой 4-й хет-трик в НХЛ, став всего 3-м хоккеистом в возрасте до 20 лет, кому покорилась такая отметка. 15 марта 2018 года в игре против Чикаго Блэкхоукс Лайне установил очередной рекорд НХЛ, набирая очки в 14 играх подряд. В этом же сезоне 2017-18 Лайне занял 2-е место по количеству забитых голов в регулярном сезоне, завершив его 44 шайбами, уступив лишь Александру Овечкину. 24 ноября 2018 года Лайне забил 5 голов в игре против Сент-Луис Блуз. У Лайне было всего 5 бросков в игре, что сделало его 6-м игроком в истории НХЛ, забившим 5 голов при 5 бросках, и первым после Уэйна Грецки в 1984 году. По окончанию сезона, после летних сборов в Швейцарии, подписал соглашение с Джетс еще на 2 года на сумму $13,5 миллионов. Почему же тогда при таком мощном старте и большом количестве рекордов после сезона 19-20, где он набирал в среднем 0,93 очка за игру, все перевернулось и результативность резко упала? В 2020 году Виннипег обменял Патрика Лайне и Джека Рословича в Коламбус Блю Джекетс, а взамен получил нападающего Пьера Люка Дюбуа и выбор в 3-м раунде драфта 2022 года. По этому обмену можно сделать вывод, что за Лайне в Виннипеге не держались. Первый сезон вышел неудачным, Патрик за 45 игр забил всего 10 шайб. Следующие 2 сезона уже более походили на забивного в прошлом Патрика. В них он набирал практически очко за игру, но это было лишь тенью большого таланта. 8 января 2017 года в игре против Баффало получил свою первую серьезную травму – сотрясение, когда в середине игры на синей линии МакКейб жестко встретил Патрика, что сильно скажется на дальнейшей его карьере. В августе 2020 в игре против Калгари Лайне получил травму кисти, после чего смог вернуться на лед лишь в январе.
Также в дальнейшем ситуацию усугубили травмы нижней части тела, из-за которой он выбыл на 5 месяцев, и с травмой руки на 6 месяцев. С Патриком Лайне, который был любимцем болельщиков Джетс, грубо обращались в раздевалке, от него хотели избавиться. Марк Шайфли и Блейк Уиллер были частично виноваты в том, что Лайне захотел покинуть Виннипег, рассказывал финский журналист. Уиллер чувствовал, что его позиция на правом фланге первого звена находится под угрозой. Он был не в восторге от того, что молодой Финн Лайне станет в Виннипеге таким же популярным, как Теему Селайне. За пределами катка Уиллер и Шайфли находили все возможности, чтобы доставить Лайне неприятности. В частности, Уиллер был мастером поговорить за спиной Финна о том, о чем не хотел говорить публично. А главный тренер Пол Моррис был слишком слаб, чтобы бросить двум этим игрокам вызов. Все это усложняло жизнь Лайне, который захотел уйти из команды. Тот же Шайфли после недавнего матча с Оттавой ни словом не обмолвился в интервью об уходе Лайне. После восстановления от очередной травмы в ноябре Патрик провел 6 из 8 матчей команды, забил 2 гола со средним игровым временем 16 минут и 39 секунд и коэффициентом полезности -3. Несмотря на идеальные для хоккея физические данные, сильный бросок и талант, карьера финского Петти переживает далеко не самые лучшие времена. Основными причинами этого стали регулярные травмы и отсутствие взаимопонимания в команде. Ждем ли мы возвращения финского Овечкина в этом сезоне? Надежд у нас немного, так как травмы постоянно дают о себе знать, а в такой лиге, как НХЛ, это практически приговор. К тому же, большое количество постоянно прибывающих новых, голодных, молодых хоккеистов является достаточно большой преградой для Патрика. Но все же мы верим в Лайне и в то, что он сможет найти в себе силы развернуть свою карьеру на 180 градусов.